Поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео, чтобы больше людей узнали этот секрет. Давайте развиваться вместе. Мужчины, внимательно слушайте, потому что я скажу вам то, что вы должны услышать, а не то, что хотите. Прежде чем начать, жмите «Нравится» и подписывайтесь на канал, потому что здесь вы научитесь перестать быть простаком, перестать унижаться и начать контролировать свою личную жизнь. Хватит быть тем, кто не знает, что делать, когда женщина смотрит на него. Пора взрослеть и понимать, что этот взгляд может быть дверью к чему-то интересному или всего лишь тестом, игрой, чтобы проверить вашу реакцию. Больше не нужно отводить взгляд, как испуганный мальчишка, и не стоит корчить из себя отчаявшегося с безумной улыбкой. Сегодня я научу вас, что нужно делать: сохранять зрительный контакт, слегка улыбаться, выпрямлять осанку, проявлять интерес взглядом, распознавать возможность начать разговоры, самое главное – быть аутентичным. Никакого притворства и попыток впечатлить пустыми разговорами. Вы научитесь излучать уверенность, не будете вестись на пустые обещания и не станете стараться ради вещей, которые того не стоят. Если вы устали быть невидимым или игнорируемым, обратите внимание на каждую подсказку. Если ничего не сделаете, все останется по-старому. Но если наберетесь смелости применить мои советы, вы увидите, как изменится ваша привлекательность. Поэтому прекратите жаловаться на жизнь, сосредоточьтесь на советах, и в конце я расскажу самые лучшие фишки, которые действительно помогут вам вырасти и перестать быть жалким. Номер 1. Сохраняйте зрительный контакт, покажите уверенность и не отводите взгляд. Хватит быть трусом, который опускает глаза, когда женщина смотрит на него. Если женщина смотрит на вас, не убегайте эмоционально. Поддерживайте зрительный контакт, поднимите голову и держите взгляд несколько секунд. Это не означает смотреть на нее, как маньяк, а значит показывать уверенность. Когда вы отводите взгляд, вы посылаете сигнал неуверенности, как будто говорите «я слабак», который не выдерживает зрительного контакта. Но если вы удерживаете взгляд, она чувствует, что перед ней мужчина, который не падает духом. Женщина замечает все, включая ваш страх. Если вы не можете даже посмотреть ей в глаза, она сразу поймет, что вы слабый. Удерживая зрительный контакт, вы демонстрируете, что не отчаянный, но и не трус. Это различие между тем, чтобы быть покорным мальчиком, и тем, чтобы быть уверенным мужчиной. Кроме того, этот простой акт удержания взгляда создает напряжение и взаимное любопытство. Она думает, почему он не отвел взгляд, кто он такой. Этот интерес – первый шаг к более глубокой связи. Поэтому перестаньте быть застенчивым идиотом, который смотрит в пол. Смотрите спокойно, не торопитесь, не улыбайтесь как дурачок. Покажите, что вас не запугать. Это уже ставит вас на 10 шагов впереди большинства мужчин-простаков, которые не знают, что делать. Номер 2. Легкая улыбка. Небольшая улыбка может снять напряжение. Теперь, когда вы смогли удержать взгляд, не обязательно держать лицо, как у солдата на параде. Слегка улыбнитесь, но не делайте широкую улыбку, как в рекламе зубной пасты. Это должна быть легкая, почти невидимая улыбка. Такая улыбка показывает, что вы не угроза и не напряжены, а человек, уверенный в себе. Этот простой жест говорит многое, он показывает, что вы не боитесь, но и не нервничаете, что вы открыты для общения, но не нуждаетесь в нем, что вы под контролем, но не отчаянный. Легкая улыбка может снять напряжение и сделать так, чтобы она расслабилась. Она подумает, хорошо, он не псих, он выглядит уверенно и спокойно. Не будьте дурачком, который улыбается слишком широко, как подхалим, и не будьте холодным парнем, который не меняет выражение лица. Баланс – это ключ. Такая улыбка – это зеленый свет, позволяющий ей понять, что вы не сбежите и не станете вести себя, как сумасшедший. Это приглашение для нее сделать шаг навстречу или подать сигнал.
С помощью легкой улыбки вы создаете более расслабленную атмосферу, что открывает двери к следующему шагу – выпрямлению осанки. Номер 3. Исправьте осанку, плечи назад, голова вверх. Хватит сутулиться, опускать плечи и смотреть в пол, будто вы боитесь собственной тени. Если она смотрит на вас, пора показать, что вы не червяк, а мужчина с осанкой. Выпрямите осанку, плечи назад, спина прямая, голова вверх. Этот, казалось бы, простой жест полностью меняет впечатление о вас. Вместо того, чтобы выглядеть как неуверенный никто, вы демонстрируете уверенность и силу. Женщины замечают вашу осанку за считанные секунды. Если вы выглядите согнутым, то излучаете слабость. С прямой осанкой вам не нужно говорить ни слова, чтобы заявить, что вы не просите внимания. Кроме того, прямая осанка влияет на ваше собственное состояние. Вы начинаете чувствовать себя сильнее и более уверенно. Когда вы чувствуете себя твердым, вы не попадетесь на уловку, что нужно унижаться ради внимания. Она подумает, этот парень не похож на неудачника. Это уже меняет правила игры. Так что перестаньте прятаться, расправьте грудь и займитесь своим пространством. Это защитит вас от того, чтобы вас сделали простаком, потому что вы не выглядите жертвой. Правильная осанка – это полпути к уважению и любопытству. Номер 4. Покажите интерес взглядом, взгляд с любопытством и симпатией. Теперь, когда вы удержали взгляд, слегка улыбнулись и выпрямили осанку, пора добавить атмосферу в ваш взгляд. Недостаточно просто смотреть на нее, как робот. Покажите интерес, передайте любопытство и симпатию через глаза. Не нужно ничего говорить, ваш взгляд сделает это за вас. Взгляд с любопытством говорит «Кто ты?» без слов. Это не взгляд извращенца и не осуждающий взгляд. Это взгляд, который говорит «Ты привлекла мое внимание. Такой взгляд пробуждает в ней желание узнать вас поближе. В конце концов, вы не выглядите отчаянным, трусливым или высокомерным. Вы выглядите искренне заинтригованным, и это заставляет женщину чувствовать себя ценной. Но будьте осторожны, не превращайте это в обожание. Это интерес, а не поклонение. Держите контроль, не склоняйтесь вперед, не льстите. Это просто взгляд, который говорит, если захочешь, можешь подойти ближе, я готов. Проявляя интерес, но не как навязчивый парень, вы создаете баланс напряжения. Теперь она понимает, что вы не слабак, а человек, который может предложить что-то необычное. Этот сдержанный, контролируемый интерес – это разница между тем, чтобы быть проигнорированным или замеченным. Номер 5. Распознай возможность, шанс начать разговор. Вы когда-нибудь задумывались, что этот взгляд может быть вашим зеленым светом для начала разговора? Мужчина, сколько раз вы упускали возможности, потому что не понимали, что настало время действовать? Если она посмотрела на вас, улыбнулась или хотя бы не отвела взгляд испуганно, возможно, это шанс начать что-то новое. Умение распознавать такую возможность – это ключевой навык. Не стойте сложа руки, ожидая формального приглашения на пергаменте. Так жизнь не работает. Вам нужно понять, что ее взгляд – это отправная точка. Если ситуация позволяет, сделайте следующий шаг. Это может быть простое «Привет, как дела?» уверенным и спокойным голосом, без дрожи. Или простой комментарий о происходящем вокруг, чтобы установить связь. Хватит стоять в углу и жаловаться, что ничего не происходит. Она посмотрела, вы правильно отреагировали, теперь действуйте дальше. Но не превращайтесь в одержимого или отчаянного человека. Будьте естественны, как будто разговариваете с человеком, которого только что заметили. В этом разница между тратой времени и использованием шанса. Женщины часто подают тонкие сигналы, и если вы их не распознаете, то теряете все. Поэтому откройте глаза и поймите, что это может быть дверью к началу диалога. Покажите, что вы не идиот, который игнорирует очевидные знаки. Номер 6. Будьте аутентичным, не притворяйтесь тем, кем вы не являетесь.
И, наконец, мужчина, прекратите эту глупость, пытаясь быть тем, кем вы не являетесь. Если женщина посмотрела на вас, и вы прошли через все предыдущие этапы, зрительный контакт, легкая улыбка, уверенная осанка, интерес во взгляде и распознание возможностей, не портите все, притворяясь персонажем. Будьте собой, но в своей лучшей версии. Не пытайтесь заучивать фразы или подражать стилю какого-то интернет-гуру. Женщины за километр чувствуют фальшь. Если вы изображаете мачо, шутника или интеллектуала, она сразу поймет, что это поза. И тогда вы моментально упадете с пьедестала. Подлинная уверенность приходит от того, что вы принимаете себя и работаете с этим. Конечно, улучшайте то, что можно улучшить, учитесь и развивайтесь, но не создавайте нелепого персонажа. Аутентичность ценится выше любых дешевых трюков. Когда вы подлинны, вы не попадаетесь на пустые обещания, не тратите силы на поддержание маски. Вы действуете согласованно, и если она заинтересована, отлично. Если нет, ну и ладно, ведь вы не отчаяны. Быть подлинным – это защита от того, чтобы быть использованным, потому что вы не тратите усилия на ненужные вещи. Именно этого не хватает многим мужчинам – смелости быть настоящими, не боясь, что подумает женщина. Это позволяет вам строить подлинные связи и привлекать женщин, которые подходят вам, а не вашему выдуманному образу. Номер 7. Легкий наклон к ней, покажите открытость и близость. Теперь, когда у вас уже есть уверенный зрительный контакт, легкая улыбка, прямая осанка и умеренный интерес во взгляде, пора показать физически, что вы открыты к взаимодействию. Легкий наклон в ее сторону, пока вы смотрите друг на друга, может показаться мелочью, но это огромная разница. Это не значит, что нужно бросаться на нее, как сумасшедший. Достаточно небольшого шага вперед или легкого наклона тела, показывая, что вы не убегаете. Этот жест передает открытость и близость, демонстрирует, что вы не боитесь подойти ближе. Женщины замечают эти сигналы тела и понимают, что вы не трус, который прилип к стене, и не отчаянный человек, который резко бросается в атаку. Это молчаливое приглашение, своего рода «я здесь, если захочешь подойти» или «если я захочу подойти, между нами нет барьеров». Каков эффект этого? Она чувствует себя более свободной, чтобы сделать какой-то шаг, или, по крайней мере, понимает, что вы не будете стоять, как статуя. Этот легкий наклон также помогает вам оценить ее реакцию, если она не отодвигается, сохраняет зрительный контакт и, возможно, чуть больше улыбается, это хороший знак. Если же она отстраняется или меняет выражение лица, то вы понимаете, что не время продвигаться вперед. Но, по крайней мере, вы протестировали это ненавязчиво, без унижения. Этот баланс между решительностью и мягкостью – это то, что позволяет вам не тратить силы на бесполезные ситуации. Номер 8. Используйте юмор. Смешная фраза может сделать момент незабываемым. После того, как вы установили зрительный и телесный контакт, может наступить время для шутки. Но, ради всего святого, не превращайтесь в клоуна. Нужна небольшая порция юмора, легкий комментарий, подходящий к ситуации. Например, если вы находитесь в баре, и она посмотрела на вас, после зрительного контакта и улыбки, можно сказать что-то вроде «Надеюсь, диджей не пытается загипнотизировать нас этой странной музыкой» или «Клянусь, я не охранник, но ты посмотрела на меня, как будто ждала, что я проверю твою сумку». Простая фраза, которая разряжает обстановку и показывает, что вы не робот без личности. Этот юмор создает мгновенную связь, потому что если она засмеется, то уже установилась первая эмоциональная связь. Но это не значит, что нужно шутить каждые 5 секунд или рассказывать 10-минутные анекдоты. Это должен быть краткий, уместный комментарий. Юмор разряжает обстановку и показывает, что вы не скованный парень, который боится действовать. Но будьте осторожны, никакого оскорбительного, тяжелого юмора или пошлости. Это должен быть умный, легкий юмор, который заставит ее подумать, этот парень не такой, как все эти скучные, которые только и делают, что хвалят мою одежду. Используя юмор, вы показываете, что вы не отчаянный парень, но и не камень, вы наслаждаетесь моментом. Это передает уверенность. Она понимает, что вы не верите пустым обещаниям и не умоляете о внимании, вы просто получаете удовольствие от ситуации.
Номер 9. Не спешите, ждите подходящего момента для подхода. Самая большая ошибка многих мужчин – бросаться к женщине сразу, как только она на них посмотрит. Спокойно, болван. То, что она посмотрела, не значит, что нужно бросить все и мчаться к ней. Умение уловить правильный момент – жизненно важный навык. Если вы видите, что она находится в компании подруг и вовлечена в активный разговор, возможно, это не лучший момент для вмешательства. Если она занята чем-то важным, подождите, создайте возможность. Спешка передает отчаяние и неспособность понять обстановку, а женщинам не нравится мужчина, который не умеет читать ситуацию. Вам нужно быть мужчиной, который знает, когда действовать, а не нервным трусом, который не может контролировать свои порывы. Ожидая подходящий момент, вы также избавляете себя от напрасных усилий. Возможно, она ждет именно этого идеального момента, паузы в разговоре, нового перекрестного взгляда, когда ваши глаза снова встретятся. Если вы действуете необдуманно, вы теряете этот шанс. Наблюдайте, будьте умны. Не стойте вечно, как идиот, но и не бросайтесь в атаку, как голодный зверь. Баланс – вот секрет. Таким образом вы избегаете быть посмешищем и увеличиваете шансы на успешное взаимодействие. Женщины уважают мужчин, которые знают, как ждать, которые не теряют самообладание каждую секунду. Номер 10. Покажите спокойствие, избегайте нервных движений и суеты. Мужчина, если вы дрожите, стучите ногой от волнения или постоянно теребите руки, вы выглядите, как неуверенный подросток, который сам не понимает, что делает. Покажите спокойствие. Ваши движения должны быть медленными, уверенными и контролируемыми. Не поправляйте одежду каждые 2 секунды, не листайте телефон, как зависимый, который боится посмотреть вперед. Если она посмотрела на вас, значит, что-то привлекло ее внимание. Не разрушайте это, демонстрируя неуверенность. Спокойствие показывает, что вы не верите в пустые обещания, не ведете себя, как отчаянный. Вы знаете, что жизнь продолжается, и если с этой женщиной не получится, то ладно. Такая уверенность делает вас выше хаоса, заставляет женщину думать, этот парень не в панике, это интересно. Когда вы двигаетесь спокойно, пьете свой напиток, меняете положение тела, это передает уверенность. Женщины замечают язык тела и уважают тех, кто не ведет себя, как испуганный мальчишка. Кроме того, спокойствие позволяет вам не принимать поспешных решений и не тратить силы на ерунду. Вы ждете момент, совершаете правильное движение в нужное время. Этот контроль над своим телом и эмоциями ясно указывает на вашу зрелость и отделяет вас от образа нервного парня-неудачника. Номер 11. Подтвердите ее интерес, покажите, что вы заметили и одобрили ее взгляд. Если вы заметили ее взгляд и уверены, что это было сделано намеренно, не игнорируйте это и не притворяйтесь, будто ничего не произошло. Покажите каким-то образом, что вы поняли ее сигнал. Это может быть легкое поднятие бровей, чуть более заметная улыбка или небольшой кивок головы. Жест, который говорит: «Да, я увидел, что ты на меня посмотрела, и мне это понравилось». Это не унижение, а признание того, что она имела смелость проявить интерес. Такой поступок дает ей чувство, что ее заметили и оценили. Но это не значит устраивать шоу или аплодировать. Это маленький, но значимый жест. Такая валидация дает ей уверенность в том, что она правильно поняла сигнал. Это побуждает ее пойти на контакт. Но будьте осторожны, подтвердить интерес не значит стать ковриком у ее ног. Вы показываете, что заметили, но не превращаетесь в покорного пса. Вы сохраняете достоинство и силу, не становитесь рабом. Это действие убирает неопределенность, давая понять, что теперь мяч на ее стороне. Если она захочет, она сможет продолжить взаимодействие. Если нет, вы ничего не потеряете. Подтверждение ее интереса – это способ показать: «Я не тупой, я понял твой сигнал и открыт для возможности общения». Номер 12. Превратите взгляд в разговор, начните легкий и непринужденный диалог. Теперь мы подошли к финальному шагу. Если вы уже сделали все, удержали взгляд, улыбнулись, выпрямили осанку, проявили интерес, подождали подходящего момента, проявили юмор и спокойствие, пора начинать разговор. Но не устраивайте монолог или театральное шоу. Будьте простыми, прямыми и непринужденными.
Сделайте комментарий о месте, о музыке, которая играет, или о ситуации, которую вы оба наблюдаете. Не пытайтесь поразить ее сложной историей или заготовленной фразой. Естественность всегда ценится выше. Превращая взгляд в разговор, вы показываете, что умеете пользоваться возможностями, что вы не трус. Таким образом, вы не попадаетесь на пустые обещания и не тратите зря свою энергию. Вы действуете, показываете свою ценность, но не унижаетесь. Если разговор пошел, отлично. Если нет, ничего страшного. Вы попытались достойно и извлекли урок из этого опыта. Такой легкий разговор может мгновенно создать связь, привести к встрече или обмену контактами. Превращая взгляд в диалог, вы создаете интересную историю. Это уже не просто взгляд, забытый в воздухе, это начало чего-то нового. Завершите все с триумфом, превратите взгляд в слова, сделайте это спокойно, уверенно и, главное, оставайтесь с собой, без фальши. Именно так вы перестаете быть глупцом, избегаете отказов без шанса и развиваетесь как мужчина с каждым новым взаимодействием.